Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня продолжу работу с ранним тигром. В прошлом видео я забыл показать картинку с прототипом камуфляжа, который я пробовал воспроизвести. Поэтому многие подумали, что я делаю такой же камуфляж, как в инструкции. Но это не так. Поэтому картинку вы, наверное, увидите уже на экране того прототипа, с которого я делал. Ну, по крайней мере, боковую часть я взял с него. Вот. А верхнюю часть, как я уже говорил в прошлый раз, я додумал сам. Плюс я еще проделал работу над ошибками небольшую. На танке было очень много оверспрея местами на базовый цвет. Ну и, соответственно, я это дело поправил. Прошелся еще базовым цветом, чтобы добавить разграничение цветов. Как мне кажется, стало лучше. Ну и плюс я еще припылил всю поверхность танка дополнительно с большого расстояния аэрографом базовым цветом, чтобы приглушить красные и зеленые цвета, чтобы они не так ярко выделялись. И также за кадром я нанес на танк полуматовый лак V04 от Pacific 88 и подготовил танк к нанесению фильтров. Собственно, сейчас я с фильтрами и продолжу. Наносить буду коричневый фильтр от Wilder NL12. Сейчас я его перемешаю хорошенько, подготовлю и буду наносить. Фильтры от фирмы Wilder слишком насыщенные, и я не рекомендую наносить их сразу непосредственно на танк, а лучше предварительно их разбавить white спиритом, для того, чтобы цвет был не такой прям сильный. Потому что если нанести не разбавленный, очень будет сильно перекрывать цвета. Поэтому я разбавляю примерно где-то на половину, может на треть, на глаз опять же. Обычным white спиритом. Но дальше для нанесения потребуется плоская кисть средней жесткости. Фильтр поможет дополнительно сгладить цветовую гамму камуфляжа, и выровнять немножко тон общий. Как правило, фильтр является первым эффектом тонировки модели. Сейчас вначале попробую на катках. Если мне понравится, как я разбавил, то можно будет перейти непосредственно к самому танку. Теперь можно переходить к нанесению фильтра на башню. Если эффект от нанесения фильтра за один проход вас не устраивает, всегда можно нанести второй, третий, сколько угодно необходимых слоев фильтров. Также можно использовать разные цвета фильтров, последовательно наносящиеся на модель. Пока фильтр сохнет, можно заняться гусеницами. Для имитации потертости гусениц я буду использовать краску сталь M03. Наносить буду методом сухой кисти.
На этом этапе я сейчас пока что закончу. Подожду, пока высохнут фильтры, краска. Нанесу, наверное, еще один слой лака, уже глянцевого. Нанесу декали, смывку, ну и так далее. А там дальше как пойдет. После фильтров я покрыл танк глянцевым лаком. Сейчас буду наносить декали и красить шансовый инструмент. После этого пройдусь еще поверх шанса и мест, где будут нанесены декали, еще раз глянцевым лаком. Ну а затем нужно будет переходить к смывке. Наверное, сам процесс покраски шансового инструмента, тросов и нанесения декалей показывать не буду. Просто покажу, что получится. Шансовый инструмент, тросы, патрубки выхлопные выкрашены. Также здесь выкрасил я это в основном, ну, назовем это базовый цвет. Он еще после масляных точек, смывок еще немножко изменится, и возможно я еще буду его корректировать. Декали наносить буду вариант А, дивизия Das Reich, Курск, соответственно бортовой номер С-13, маленькие кресты по бокам и сзади один, ну и эмблема дивизии спереди и сзади. Как нанесу, покажу результат. Все, нанес я декали. Получается у нас 3 на башню, бортовой номер, 3 креста, 2 по бокам и 1 сзади, и по эмблеме дивизии на лбу и на заднем брызговике. Сейчас я все это дело задую глянцевым лаком, и можно будет приступать к этапу смывки. Да, про декали хочу отметить, подложка у них достаточно толстая и серебрятся они. Очень надеюсь, что после покрытия их поверх глянцевым лаком вот эта серебряная подложка уйдет. Ну, либо придется последующими эффектами как-то скрывать ее. Покрыл еще раз танк глянцевым лаком V01. Прошелся в основном по декалям. Выглядит, конечно, они стали получше, но все равно, конечно, подложка виднеется. И по шансовому инструменту, который я красил. Сейчас я буду наносить смывку. Смывку я опять буду использовать двух видов. Смывка от Wilder NL02, темная тень. И самодельная смывка на основе масла и white спиритом. Буду делать смесь черный и коричневый, ну больше черный. Ну, сейчас часть процесса покажу, потом готовый результат будет. Башня
катки завершены, теперь можно переходить к корпусу. Смывка нанесена. Пожалуй, на этом этапе я эту часть закончу. Повторюсь, использовал два вида смывок. Первая смывка — это NL02 от Wilder. Ей я в основном прошелся по тросам, по шансу немножко, и все. И самодельная смывка на основе масляных красок. Черная, коричневая. На White Spirit. Я уже прошелся по всем остальным местам. Некоторые места, возможно, еще я буду немножко подправлять за кадром, но в целом, в принципе, работа закончена. Сейчас в конце будут еще фотографии. Но в следующей части я уже перейду к нанесению масляных точек, сколов и немножечко пигментов нанесу. В принципе, в следующей части я уже постараюсь закончить работу с танком. Ну, максимум в 2 серии еще уложусь. Ну, конечно, хочу уложиться в одну. В общем, все, далее фотография. Всем спасибо за просмотр. Пока.